Дорогие друзья, приветствую вас! Поддержите, пожалуйста, канал подпиской и лайком, для того, чтобы быть в курсе последних событий сериала «Зимородок». Ну а мы приступаем к следующему эпизоду 72-й турецкой серии. Сейран притворилась спящей, когда в комнату вошел Ферит. Вдруг ему приходит СМС от Пелин, которая пишет, что еле-еле удалось убедить мать. Ферит отправляется в уборную, а Сейран берет его телефон и читает переписку, по которой Ферит просит Пелин поговорить с мамой, для того, чтобы та не подавала заявление на маму Эсму. Ферит проводит ночь на диване, а утром дает себе установку, что будет сильным и никого не будет бояться. Все поплатятся за содеянное. Ферит холоден с Сейран. Сказав ей «доброе утро», он объяснил, что спал на диване тем, что не хотел будить ее. Сейран рассказывает, что сегодня едет с сестрой в клинику на плановый осмотр. И Ферит говорит, что раз она с сестрой, то справится. Абедину Ферит говорит, что нужно начинать. И сперва он собирается заехать к Пелин, для того, чтобы найти Шахмуза. И Факат собирается на совет директоров в компанию. Латиф сообщает ей, что машина готова, и говорит ей, что она справится. А Сейран рассказывает Суне, что Ферит обиделся. И он прав, говорит ей Суна. Также Сейран рассказывает, что наговорила Фериту, и просит сказать Кайе, что она полетит вместе с ними. Далее Сейран разговаривает с матерью о том, что вопрос Зерин закрыт. «Чему быть, того не миновать», — ответила Эсма и попросила не переживать за нее. Вдруг Эсме позвонил Мазлун и рассказал, что Казым снова приехал к этой женщине с кучей подарков. Также Мазлун говорит, что подслушал их разговор, в котором Казым предлагает переезжать в другой дом. Эсма просит сбросить ей геолокацию. Остались только дочери, думает Мазлун. Только Кая договорился с Тарыком о встрече, как в комнату вошла Суна. Она просит, чтобы это дело не выросло и чтобы не узнал Ферит. А Тарык рассказывает Софету, что благодаря его плану Суна будет с ним. А с Феритом Тарык планирует завершить начатое. Гюльгюн совсем ничего не ест, и Шафика решила ее сама покормить. Увидев это, Хатидже отбирает у Шафики поднос и говорит, что отнесет еду, потому что свекровь невестка должна любить не меньше, чем повара. Гюльгюн возмущена, а Хатуч просит забыть о вчерашнем и говорит, что ничего не скажет Халису. Гюльгюн отвечает, что ей все равно. А Хатидже говорит, что она должна быть в этом доме ради сына. Также Хатидже говорит, что им надо держаться вместе, так как истинный ее недруг и Факат. «Может быть, это как раз она договорилась с Шахмузом», — сказала Хатуч. И вдруг Гюльгюн начинает приходить в себя и вспоминать события. «И я не выдержу», – заплакала Гюльгюн на плече у Хатидже. Она просит Хатуч защитить Ферита. Хатуч говорит, что Халис любит своего внука и с ним ничего не случится. А вот и Факат. Нужно срочно вышвырнуть ее из этого дома. Также Хатидже говорит, что и Факат подменила улики и попала в компанию. А тем временем и Факат проводит совет директоров. И вдруг снова ей приходит СМС.
Поздравляю, сегодня будет и еще один сюрприз от меня. И Факат в напряжении. Зерин рассказывает Казыму о том, что Пелин хотела уехать, но когда пропал Шихмуз, решила остаться в Стамбуле. «Как же мы будем вместе, когда дочь здесь?» – спрашивает Зерин. И Казым предлагает оставить этот дом Пелин, а самим купить дом побольше. К Пело приходит Ферид и, увидев Казыма, спрашивает, в чем дело. «А моя Сейран знает, что ты здесь», – ответил ему Казым. Ферид говорит, что пришел сюда поблагодарить Пелин. А Зерин говорит Фериду, что это не дом Пелин. Казым же говорит, что тоже пришел сюда поблагодарить. «Для меня моя жена ценна, а ты пытаешься быть хорошим отцом лишь на словах», – сказал Казыму Ферид. Зерин говорит Фериду, что Пелин надо благодарить каждый день. Пело предлагает выйти на улицу. Кая, встретившись с Тарыком, спрашивает, где его хваленный врач, с которым он не может поговорить со вчерашнего дня. «С этим врачом могу связаться только я. И чтобы спасти Сейран, вы нуждаетесь во мне и в моих связях», — говорит Тарык. «Да у меня этих связей в Лондоне больше, чем у тебя везде», — ответил Кая. Далее Тарык дает своим людям сигнал, и те задерживают Каю. А тем временем Сейран и Суна приехали в клинику. В ожидании доктора Сейран наблюдает за пациенткой, у которой та же болезнь, и ее мужем. Проводив жену, муж падает в отчаянии. Сейран подошла к нему, чтобы помочь. Мужчина, придя в себя, стал рассказывать, что лучше бы он сам болел, чтобы не было так тяжело. Выйдя на свежий воздух, Сейран вспоминает слова мужчины. Мы как будто в какой-то глупой игре. Ни она не подает вида, что волнуется, ни я. И так все время. Горько заплакав, Сейран говорит Суне, что не может сказать Фериту и не хочет заставлять его так жить. Она просит Суну не заставлять ее видеть даже коридоры больницы и говорит, что хочет прожить остаток дней счастливо. Суна просит Сейран поехать хотя бы к психологу и говорит, что эта женщина на нее хорошо влияет. Сейран соглашается.